Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на очередную редкую старинную гирю. И, скажем так, необычную гирю, которая не часто встречается, но тем не менее иногда встречается на нашей территории. Вот так она выглядит. Это старинная немецкая гиря, так называемый таможенный Центнер. Очень необычный вид по сравнению с нашими всем привычными гирями. Я вот для сравнения поставил трехпудовку царскую 49 килограмм и гирю Купянского литейного завода, так называемый КЛЗ. Он находился в Украине. Наверное, самые лучшие гири Советского Союза и на постсоветском пространстве. А вот наша гиря, так сказать, предмет нашего сегодняшнего обзора. Очень идеально круглый шар. На шаре, на теле гири видно клеймо, выступает один. Здесь срезали по каким-то причинам. Ну, была буква, принимая во внимание, что это немецкая гиря немецкого происхождения. Буква Z и дальше буква C. Что означает Z? Это означает цоль. Ну и C центнер. Цоль центнер. Один таможенный центр. Эту единицу веса Немецкий таможенный союз ввел в 1840 году. То есть гиря, очевидно, появилась где-то после этого времени. Соответственно, один таможенный центр равнялся 100 таможенным фунтам, и один таможенный фунт был равен 500 грамм. Гиря не моя, мне она попала в руки временно, с целью, задачей залить ее на максимум. У нее обнаружилось отверстие. Я, в общем-то, залил. Процесс, как я этот залил, я снял на видео. Видео у меня на канале. Кому интересно, может посмотреть. Изначальный вес был гири 50 килограмм. После заливки вес гири ровно 56 килограмм. Ждем 0. Вот он 0. И ставим на весы. О! Получается 56 100. То есть полость оказалась где-то чуть больше, чем пол-литра. Поместилось 6 килограмм свинца. Очень круглый шар. Как я говорил, вот эти вот сохранились обозначения. Единица С, и вместо С видно только след. Характерная для немецких снарядов маленькая тонкая дужка, маленький узкий просов. Но мы сейчас все это померяем. Повторюсь, идеальный, ну, на мой взгляд, шар и достаточно широкое донышко. Сейчас снимем необходимые обмеры. Ну, для начала диаметр дужки. Диаметр дужки у нас 86 миллиметров, окружность 86 миллиметров, что соответствует диаметру дужки 27 миллиметров. Дужка очень тонкая. Напомню, что стандартный диаметр дужки 35 миллиметров. Вот как, например, в этой гире КЛЗ. Длина просова. Просов очень узкий. У меня показывает 92 миллиметра. И высота просова, я надеюсь, что будет видно, где-то 45 миллиметров. То есть просов очень и очень неудобный. Встает вопрос,
что делать с такой гирей, принимая во внимание узкий просов и невысокий просов. Ее достаточно сложно будет поднимать стандартным способом, делать рывки, жимы, шлунги и так далее. И очень тонкая дужка сильно осложняет подъем этой гири на попа. Насколько мне известно, 50 килограмм пожал Руслан Мальцев. И совсем недавно Андрей Смольников на этой гире также пожал 50 килограмм. Я имею в виду этой гири, когда она еще весила 50 килограмм. Остается из упражнений, что с ней можно делать без, так сказать, каких-либо затруднений, это жим на ладони. Тут достаточно не очень, в общем-то, большой размер этого донышка. Сейчас мы его померяем. Ну, кстати, немного покоцанное. Донышко 150 миллиметров. И еще я забыл важный параметр, наряду со всеми параметрами, которые перечислил. Это размер, диаметр самого шара, тела гири. И диаметр тела гири, ну, меряем мы окружность. У нас получается окружность, если я правильно тут померил, где-то 770. Надо поделить на число π. Так, я в уме. Мне это сложно сделать, поэтому вооружимся калькулятором. И окружность 770 миллиметров делим на 3,14. Получается, что диаметр тела этой гири 245 миллиметров. Ну, видно, как он выглядит по сравнению с царской гирей. В общем-то, классического образца. То есть характерно для царской гири толстая дужка, полукруглая. Примерно такой шар. Шар может быть круглый, либо отличаться от круга. То есть здесь заметны очень существенные отличия именно вот в дужках. То есть дужка здесь тонкая, вся практически масса гири в теле, в шаре. Здесь же на дужку приходится очень-очень приличный вес. Ну, по сравнению с этой, я думаю, здесь дужка весит отдельно килограмм, 49 идет на тело гири. И здесь дужка весит, ну, наверное, килограмма 4, с учетом наплыва, толщины, высоты и ширины просова. Я делал обзор на эту гирю. Теперь вот делаю на эту гирю. И вот эта гиря, как выглядит в сравнении. Я потом попозже покажу с разных ракурсов по сравнению со стандартной гирей. У меня как образец стандартной гири, гиря КЛЗ. Очень непростая гиря в подъемах. Очень и очень. Но надо принимать во внимание, что немецкие атлеты, великие атлеты, в том числе и известнейший Саксон, включая его, тренировались и ставили свои рекорды, рекордные достижения именно на вот таких вот гирях такого образца. Еще раз обращаю внимание, как отличались гири царские, российские от немецких гирь. Очень хорошо все видно. Сейчас покажу с другого ракурса. Так выглядит в сравнении с разных ракурсов. В общем, очень и очень сильно отличаются. И, видимо, форма гирь могла и определять варианты подъемов, культуру подъемов. То есть понятно, что толстая дужка способствовала подъемам гири на попа, тонкая дужка не способствовала, наоборот затрудняла. И, видимо, по этой причине подъемы гири на попа были столь популярны в царской России, ну и в последующее время. Сейчас еще развернем. Вот так можно посмотреть.
Очень интересная гиря. В принципе, это и все, что я пока хотел сказать про эту гирю. Повторяюсь, очень и очень сложна для подъемов, за исключением, естественно, подъема на ладони. Пока она у меня, как я уже говорил, она ко мне попала с целью заливки ее свинцом до максимального веса. Пока она у меня, я использую эту возможность, попробую ее поднимать, чтобы на своем опыте понять, каково оно это было тренироваться с такой гирей. Попробую пожать на попа. Не знаю, вряд ли, наверное, получится. Вес 50 килограмм на дужке 27 миллиметров, уже серьезный вес. А 56 это еще намного более серьезный. Задача намного сложнее. Попробую стандартно пожать. Интересно, что получится. Ну, естественно, на ладони я не думаю, что будут какие-то проблемы. Как по мне, пока это, наверное, единственный вид подъемов, который можно с ней делать без особых напряжений. На этом все. Всем удачи, тренируйтесь и без травм.